Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор нового электросамоката Kuga G-Max. Данная модель поступила на российский рынок в ограниченном количестве, и будет ли запущено серийное производство, зависит только от вас. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки, а также устроим тест-драйв с замером всех необходимых параметров. Внешний вид явно заслуживает внимания. Kuga G-Max имеет довольно интересный футуристичный дизайн. Широкая дека придется по вкусу начинающим райдерам, которые любят кататься в стойке солдатика, становясь на платформу пятки вместе, носками врозь. Однако такая широкая дека отлично подходит и для заядлых электросамокатчиков, ввиду наличия упора под ногу в виде зализанного хвостовика. В качестве преимущества необходимо отметить и широкие бескамерные накачиваемые колеса с довольно глубоким протектором. Диаметр 10 дюймов, хорошо сглаживают неровности на дорогах. Комфорт поездки довольно высокий не только на ровном асфальте и плитке, но и по грунтовой дороге с гравийкой. Управление, как обычно, простое. Функционал интуитивно понятный. Тормозная система двойная. Дисковая механическая при помощи заднего колеса и электронная за счет переднего электродвигателя. Тормозной рычаг находится с левой стороны руля. Здесь же находится звуковой сигнал ударного типа. По центру руля информационный ЖК-дисплей отображает показатели выбранного скоростного режима, спидометр и уровень заряда батареи. С правой стороны руля клавиша акселератора с двумя кнопками. Нижняя при длительном удержании включает и выключает питание. Единоразовое нажатие переключает скоростные режимы с 1 по 3. Верхняя кнопка отвечает за включение и выключение передней фары и габаритного огня. Тройной клик переключает режимы старт с места или только после толчка ногой. К плюсам можно смело отнести хорошую грузоподъемность электросамоката. Максимальная нагрузка составляет 140 кг включительно. Необходимо отдать должное также мощности, скорости и запасу хода Kuga G-Max. И давайте уже отправимся на тест-драйв для замера необходимых показателей. На данный момент на одометре 19 километров. Третий режим поездки. Буду пытаться топить на максимум. Сейчас замерим его дальность и замерим его максимальную скорость. Мощность переднего мотор-колеса составляет 500 Вт и по заявлению производителя позволяет разгонять электросамокат до 30 км в час. Реальная скорость по GPS с моим весом 95 кг оказалась даже больше – 33 км в час. Что ж, больше не меньше, и за это отдельная благодарность производителю. Что касается горок, здесь G-Max тоже приятно удивил. При нагрузке почти в 100 кг он вполне неплохо справляется с довольно крутыми подъемами – порядка 20-25 градусов. Значит, что я пока успел сделать до начала тест-драйва, это подкачать колеса под нагрузку до 100 килограмм, до 120 даже, наверное, килограмм. В колесах сейчас 3,5 атмосферы в каждом. Ехать он стал значительно бодрее, ничего в ноги не бьет. Ехать действительно очень комфортно, гораздо комфортнее, чем на других самокатах, у которых отсутствуют амортизаторы. Я имею в виду там Xiaomi, Ninebot и так далее. Но вот трещит он и кряхтит точно так же, как Ninebot. Прям вот реально так же. Пока не понимаю, с чем это связано, но это разберемся. А вот плавность поездки классная. Колеса широкие, накачиваемые. Плитка, не плитка, ему по барабану. Дискомфорт может доставлять какие-то более серьезные препятствия. Я имею в виду, допустим, высоко поднятая, так сказать, накрашенная в 10 слоев зебра, по которой, в принципе, пешеходу ехать нельзя. И велосипедисту тоже нужно спешиваться. Так что на это грешить не нужно. Спешились, перешли пешком спокойно. Плавность поездки не нравится. Вполне устраивает.
для городского электросамоката это очень хорошо. Что касается брызг от дождя, пока не вижу, что были какие-то проблемы. Найду лужу, обязательно искупаюсь вместе с ним. Емкость 36-вольтового аккумулятора составляет 10 ампер-часов и по заявлению производителя позволяет проезжать порядка 30 километров на одном заряде. Давайте посмотрим, какое расстояние удалось проехать мне за время тест-драйва. Так, ну все, друзья. Kuga G-Max подсаживается уже. Мигает последнее деление. Сейчас попробую как-то это показать. Он бликует на солнце сильно. Вот 48 километров по одометру я смог на нем проехать. Докатываю его уже на первой скорости. На третьей он просто отключается. Ну, в принципе, и все, друзья. На первой скорости я докатал его до 50 километров. Так, значит, по GPS расстояние получилось 30 километров 900 метров. Почти 31 километр. Значит, максимальная скорость 48, почти 49 километров в час. Это я с горки летел где-то. Очень серьезно летел. В среднем скоростной режим почти 14 км в час. Ну, в общем, среднестатистический городской режим поездки среди пешеходов — это абсолютно нормально. С учетом остановок, то есть GPS учитывает все. И мои остановки, и мою медленную скорость среди пешеходов, и максимальную скорость. Все это складывает, получается среднестатистическое. Вот у нас вышло почти 14 км в час. В общем, все показатели видите на экране. И что получилось по дальности поездки электросамоката Kuga G-Max. Вот такие вот дела. Даже телефон успел сесть. Вот сейчас заряжаю его. Так что так. В принципе, очень даже неплохо. Нужно, конечно, вот эти вот все скрипы, шорохи убирать. Реально болтанки. Он весь хрустит. Когда едешь, это мне не нравится. Так что если в выпуск и пойдет данный электросамокат в серийное производство, то это, конечно, нужно устранять. Каких-то лифтов я не заметил. Здесь очень хороший стакан на рулевой стойке. В плане системы сложения он надежный. Все, вырубился, полностью отключился. Из плюсов выделяется и складной механизм. Лифтов нет, система проста и надежна. Поворачиваем красный фиксатор, поднимаем стакан и складываем рулевую стойку.
Габариты Kuga G-Max в сложенном и разложенном положении вы видите на экране. В сложенном положении высота 52,5 см, длина 119 см, ширина 57 см. В разложенном положении высота 104, длина 119, ширина 57, ширина деки 20,5, полезная длина деки 37, хвостовик 20 см. Клиренс составляет 9 см по самой нижней точке электросамоката в передней части деки. Комплектации нужно отдать должное, все на очень хорошем уровне. Инструкция на русском языке, гарантийный талон, винты для фиксации головной части руля, шланг-переходник для подкачки колес, бесшумное зарядное устройство на 1,5 ампера, которое заряжает электросамокат от 0 до 100% за 6 часов. И очень достойный набор шестигранников. Уж не знаю, зачем их такое количество, но в хозяйстве точно пригодится. В качестве преимущества Kuga G-Max необходимо отметить и возможность подключения со смартфона через приложение Kuga. В приложении Kuga доступно отслеживание скорости, выбор скоростного режима, включение-отключение освещения, блокировка клавиши старта, и полное включение-отключение электросамоката. Также возможно выбрать единицы измерения скорости в километрах или миличасах, настроить уровень подсветки, силу рекуперативного торможения, включить и выбрать время срабатывания круиз-контроля, выставить уровень динамики разгона от плавного к более резкому. Предупреждаю сразу, как бы я сейчас не брызгал слюной, необходимо помнить, это не серийный электросамокат, и в серийное производство он пойдет только если вы этого захотите. Так что пишите в комментариях любые пожелания. Производитель выберет адекватные предложения и будет решать, что с ними делать. Первый минус: мой любимый электросамокат хрустит, как огромная чипсина. Он в принципе даже похож на дольку жареной картошки. Характерный звук полухруста-полускрипа возникает внутри стакана. Здесь происходит трение металла складного механизма. Второе. Громыхает фиксирующий элемент складного механизма. Он стоит неплотно. То же самое и в отношении самого стакана. Это полностью безопасно, но очень уж неприятно во время поездки. Третье. Собственный вес составляет порядка 19 кг. Но позвольте, господа, тот же Kuga HX Pro версии имеет меньший вес при почти той же скорости, дальности поездки и меньшей стоимости. Четвертое. ЖК-дисплей. В солнечную погоду не видно вообще ничего. Такое ощущение, как будто смотришься в черное зеркало. И, наконец, пятое. То ли не до минус, то ли не до плюс. Отсутствие амортизаторов в сочетании с внедорожным протектором. С одной стороны, аморты добавят еще веса. С другой стороны, зачем нужны такие покрышки на городском электросамокате? Ведь на бездорожье его колбасит, будь здоров. Таблицу технических характеристик и цену электросамоката на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что несмотря на свои недостатки, по моему мнению, электросамокат Kuga G-Max все же заслуживает свое отдельное место на рынке в сегменте городского электротранспорта. Да, это не совсем готовый экземпляр, да, требует доработок. Однако испытание прошел на отлично, не развалился и подтвердил все характеристики, заявленные производителем, что среди электросамокатов встречается очень редко. Огромная благодарность магазину Геросмарт за предоставленный на обзор электросамокат. Поставьте лайк этому видео, ведь ребята дают технику на мои испытания, чтобы вы могли первыми узнавать новости из мира электротранспорта. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать самое интересное. Да, дружище? Вот у вас банда тут. Что такое? Самое интересное нашли. Самое интересное вот. Кто первый на тест-драйв? Давай я покатаю. Залезай, я прокачу. Давайте, один акселератор жмет, другой тормоз. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Пишите в комментариях, что понравилось в Kuga G-Max и что требует доработки по вашему мнению. Производитель на связи, он все увидит и не останется в стороне. До новых встреч на просторах Ютуба.
О, кстати, чуть не забыл по поводу крыльев. Ну, с одной стороны, ноги почти чистые. Есть, конечно, момент, когда забрызгивает на ногу. Вот, пожалуйста. Все-таки этот вот кусочек, где не хватает крыла, как раз делает свое дело. Отсюда вылетает грязь на ноги. Немного, но летит. Ну и с диска, как я понимаю, тоже.